Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередной поход. Мы находимся в селе Печорское для того, чтобы посетить штольни, которые здесь находятся прямо под селом. Все, смотрим. Вот мой напарник, коллега, брат уже надевает снаряжение. У нас есть мощный фонарь. Водичка, вот бутылочка у нас есть. Вот такой вход. Система штолен в виде вилки должна быть, штреки. И где-то здесь еще один вход. Сейчас посмотрим внутри, что находится. И обязательно все отснимем. Просто вот это охра. Чистая природа. Смотри. Охренная глина. Угу. Видишь? Здесь вот все фоткаются в этом гроте. Ну, я снял. Чистая охра. Пожалуйста. Собирай, мни, крась. Лучше не трогай ничего. Скоро валится. Это запросто. Гнездышко. Уже без птенцов. А, видать, ему очень много лет, даже паутина. Видишь, паутинка с пауком. Так, здесь нас встречает вот такой вход, узенький. И должна быть вилка на 3 входа. Ага, она сквозная, все отлично, значит. Ничего нам искать не придется. Значит, мы просто исследуем эту штолинку. Здесь вот был обвал, по всей видимости, когда-то. Такая гора навалилась. Здесь тупиковая, походу, выработка. Да, здесь тупик. Здесь уже прохладнее намного. А битум тоже. Здесь по всему, по-моему, побережью вот эту руду добывали битумную. Видишь, как на аммонитах соль такая же. Петр Якубсон называл как-то эту соль. Видишь? Вот она. А вот это нет, это не слюда. Так, мы сначала пройдем прямо, тогда посмотрим, что здесь. Еще одна выработка. Так, мы пока сейчас идем прямо. Вода, копеж. Слабо интенсивный. Тоже копеж, слышно. Смотри, как будто что-то капает с потолка. А, это тот самый случай, когда сталактиты здесь образуются. Да-да-да.
Петр Якубсон тоже говорил об этом, видишь? Они полые внутри, как трубочки, короче говоря. Это десятки лет он говорил вот для такой вот штуки. Нужна такая натечность такая офигенная, как глазурь. О, жестко. Соль. Да, соль. Видишь, какая вещь? Сухая? Сухая, Прикольно. как воск. Так, здесь тупик, значит. Выходим. Здесь другая атмосфера, не как в Первомайском. Тоже мрачно, конечно, но не так. Далеко не так. Так, здесь уже сырее. Дышится пока нормально, как в погребке, но без запахов каких-то посторонних, кстати. Ага, ну, собственно, и все. Здесь тоже тупик, но здесь сыро. Здесь натечность большая. Тоже вот здесь. Смотри, как классно. Кости животных. Копеж тоже какой-то. Но здесь со стен вода идет. Тоже кости. Здесь какой-то хищник. Ну, тут, да, что-то как-то. Да, может, люди натаскали. Это что, металл? Кирка? Смотри, железяка. Она явно здесь пролежала 100-500 тысяч миллионов лет. Нет, это какая-то часть сооружения какого-то. Артефакт. Возможно, крепь какая-нибудь, может быть, провод какой-нибудь был. Сейчас вот в эти вот еще сходим штреки. А здесь ничего интересного особо. Ямка кто-то копал. Это явно выкопано. Да, тоже стены черные, как в Первомайском. Тоже темно здесь. Душ. Шарко с потолка. Здесь еще есть. А вот тут уже сырее. Намного. Вот. Здесь уже воды побольше. Тоже две тупиковые выработки, что ли? Или нет? Вот здесь сталактиты видно. Еще сильнее. Здесь и копеж интенсивнее, и влаги больше.
Посмотрим, что здесь. Ничего. А, подъем здесь тоже. Тупиковый, походу. Но это не точно. Ничего не понимаю, она вокруг обгибает, что ли? Нет. Это другой вид. Какой своеобразный артхаус местных, походу. Мусора очень много. Какая-то койка, кровать. Непонятно, что это и зачем оно здесь. Ну, выглядит так крипово, если честно. Интересно, что за дырка. Вода когда-то здесь была больше. Откуда-то непонятно. Это сток откуда-то, по всей видимости. Туда все и тащит. Там мусора очень много. Железные банки какие-то. Как будто это с оврага идет сюда. Слив. Ну, пойдем туда сходим. Направо. Получается. Не сюда, вот сюда вот. Тоже опять мусор. Очень много мусора. Вот здесь. Непонятно, почему здесь мусор. Откуда он? То ли это со свалки так сюда его тащит, то ли это местные жители заваливают ямы вот этим вот всем мусором. По всей видимости, это выход на поверхность. Где-то во враге, скорее всего. Потому что, видите, мусор, свалка. Оно проломило здесь. То есть это не было дыркой. Это провалилось под тяжестью мусора, я так понимаю. Да, свалка. Шины покрышки. И воняет здесь. Вот еще один провал. Собачьи следы. Здесь поверхность. Свет видно. Это второй выход, по всей видимости. Да. Так и есть. Тоже здесь так же. В этот выход мы не полезем, он неудобный. Очень неудобный. Как будто его немножко присыпало. Он был как будто бы больше, что ли. Мы здесь поднялись же, да? Вот здесь спустимся или там. Здесь вот повыше, здесь. Здесь ближе к выходу. Так. Опс. Чуть-чуть не упал. Это третий выход, я так полагаю, потому что я не помню вот этого света здесь. Это другой выход. Это как раз выход второй, что ли. Ну вот, собственно, выход. Этим, по всей видимости, никто не пользуется. Пользуется тем основным.
Вы не через этот выход? Нет, это другой. Второй. Мы ушли налево. И далеко налево ушли. Там, где мусор, неприятные впечатления. Ну, она есть такая. Как бы тут только отбитый ходит. Вон, посмотри на тот берег. Кайфурики. Вон тоже кайфурики стоят. Обследовали мы штольни. Они довольно-таки маленькие. Имеют 3 выхода на поверхность. Мы их все 3 нашли. Довольно-таки мрачные, сырые местами. Есть места, где можно сделать красивые фотографии, мрачные такие. Ну, кто любит, конечно. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока.